вы говорите, скоро у меня будет своя собственная персональная квартира. Как? Неважно. И после этого вы начинаете каждый день исполнять свою мечту. Как? Вы начинаете искать возможность получать от жизни удовольствие и радость. Это и есть элементы исполнения вашей мечты. А программы достаточно одной. Понятно? Ее не нужно ставить ежедневно, раскручивать и так далее. Я ставил специальные, работал специально и специально ставил программы, которые повторялись каждый день или которые повторялись один раз в год. Те, которые сказаны один раз в год и даже забыты, при наличии психической энергии чаще срабатывают, чем те, которые каждодневно ставятся. Почему? Потому что когда вы каждый день ставите, то, что она не исполняется, заставляет вас расстраиваться. А когда вы начинаете расстраиваться, то сама программа начинает уже быть не позитивной, а отрицательной. А зачем тогда создавать для вас что-то, если вы в самом начале были настроены на то, что вы будете радоваться от того, что у вас это появится, а потом начали уже страдать, потому что это у вас не появляется? Очень часто в эзотерике используется слово, которое называется вибрацией. То есть очень часто люди говорят: вибрации, у человека такие вибрации, у этого человека такие вибрации. В эзотерике достаточно активно используется это слово. Я хочу вам сегодня сказать, что, по моему мнению, обозначают вибрации, и как пользоваться этим словом, а также как пользоваться этим в магии. Итак, человек устроен по принципу создавания и принятия вибраций чужих людей и своих. Итак, что такое вибрация? Вибрация – это чувство, которое создает человек в своем сердце на протяжении дня. Ты должна вот так сделать, ты должна... Делайте выбор такой, какой хотите. Плюньте на все и сделайте вообще, как вообще по-другому. Мне жить с ним или не жить с ним? Вообще и не жить, и жить. Заведите любовника, живите сразу с 3. Почему? Ну, это не, я не говорю для того, чтобы вы это делали. Я просто говорю об индивидуальности. Не повторяйте: вот мужчины до 50 обязательно ходят в гречку. Вот если большинство из них ходят в гречку, я не хочу жить как большинство. Я буду жить как тот человек, который не ходит. Почему? Я хочу жить своей жизнью, и мне все равно, как у них. Почему у людей так происходит? У людей говорят: вот у всех так. У всех так, значит, они живут жизнью, повторяя друг друга. Если человек живет жизнью, повторяя друг друга, это человек живет в стаде. Тогда найдется какой-нибудь пастух или пастырь, который начнет этим стадом управлять. А если есть стадо, то тогда найдутся еще и те, кто едят того, кто в стаде находится. Вы согласны с этим? Итак, мы его сейчас опишем для себя. Этот круг замкнутый, но из-за того, что у нас доски нет и я рисовать не могу, вы сами для себя нарисуете его. Итак, первое – обучение, дальше тире. Второе – предпринимательство, дальше тире. Скажите, вы успеваете? Обучение, тире, предпринимательство, тире, наслаждение, тире. И дальше этот круг замыкается на обучение. Обучение, предпринимательство, любовь, наслаждение. Обучение, предпринимательство, любовь, наслаждение. Между ними вот это тире, это элемент, который называется доброта. Смотрите, на любое желание человека. Вот смотрите, любое желание, допустим, женское, ну и мужское. Вот смотрите, я хочу научиться делать бизнес хорошо. Что мне поможет? Доктрина «Круг счастья». Итак, для того, чтобы бизнес делать, мне нужно обучаться, после этого не бояться и предпринимать. После этого любить свой бизнес, после этого наслаждаться от того, что я делаю, и после этого, когда у меня есть свободное время, наслаждаться, и если у меня есть свободное время, то снова обучаться. Итак, первый элемент – это коммуникация, а второй элемент счастливой жизни мага называется толерантность. Это звучит так: толерантность – это уважительное отношение к себе и окружающим людям. Толерантное отношение – это значит умудряться никогда в своей жизни не позволять себя ставить выше других людей. Я прямо призываю вас
становиться толерантными и уважительно относиться хоть к бомжам, хоть к малоимущим. Я обычно свою толерантность подчеркиваю словами: ну и так бывает. Почему? Потому что объяснения, почему же так бывает, не имеет никакого. Почему? Божий промысел, знаете. Для Бога у каждого уготовлена своя судьба. Видимо, Божий промысел делал этих людей специально такими, чтобы они страдали. Но я ни при чем, находясь в позиции Адвайты. И после этого, когда человек говорит: вот так мне плохо и так далее. После этого человек от меня уходит, и я говорю: ну ничего, и так бывает. Бывает и так. Но я не за него, не против него, не сострадаю ему. Почему? Я живу своей персональной жизнью, в которой находятся три элемента: я, моя семья и Бог. Представляете? Я, моя семья и Бог. В кабеле, наша жизнь — это как в кабеле электрический ток. Зачем Богу наши жизни и смерти? Богу наши жизни и смерти, потому что жизнь и смерть человека — это как свет для Бога. Как свет для Бога. Вот представьте себе существо, которое живет все время в тьме. Почему живет все время в тьме? В космосе больше белой энергии или черной? Черной энергии больше. Тогда можно ли сказать, что в космосе много черной энергии, и можно ли сказать, что эта черная энергия, она в большинстве своем? Конечно, черной энергии в большинстве своем. То есть можно условно сказать, что Бог — это существо, которое все время находится в холоде и тьме. Тогда скажите, ему хочется света? Но если у существа все есть, и оно ни о чем не заботится, то ему хочется фейерверк? Ну, конечно, почему не хотеть, если это один из элементов радости? Вот скажите, человек, который имеет лампочку дома и который имеет большой прожектор дома, ему иногда хочется фейерверк смотреть? Хочется? Ну, у тебя же есть лампочка, зачем тебе фейерверк? Ну, у тебя же есть дома прожектор, зачем тебе фейерверк? У тебя есть свечка, и дрова, и огонь. Зачем тебе еще фейерверк? Точно так же и у Бога, понимаете? Жизни людей — это фейерверк для Бога, а вот солнце — это лампочка. То есть у него есть лампочка, он греется, для него это обыкновенный свет. А фейерверки — это жизни людей, которые рождаются, умирают, как бесконечный фейерверк вот этих лучей света для энергии, которая все время находилась и находится в тьме. Скажите, вы радуетесь фейерверкам? И мне они очень нравятся. Мне кажется, сколько бы ни смотрел на фейерверки, все равно в дальнейшем хочется еще смотреть. Категорически нельзя ничего просить у умерших людей. То есть в случае, если христианских сподвижников, там еще каких-то сподвижников. Смотрите, был Николай Чудотворец, этот человек умер, он никогда не воскрес. Нет, тогда, обращаясь к нему, вы обращаетесь к миру мертвых. Тогда вы вместо того, чтобы просить что-то у энергии, вы начинаете просить у мира мертвых. Понимаете? Не делайте этого. Дальше. Никогда в своей жизни ничего не делайте со своим родом. Не делайте, это очень плохо. Не нужно подключаться к своему роду, искать силу своего рода, искать там почет своего рода. Не надо, не делайте этого. Это общение с миром мертвых. Вы делаете очень плохую услугу себе. Я говорю это серьезно. Ничего так не разрушает даже не одного человека, а целое человечество, как выпускание мира мертвых. Настолько я противник данных практик. Почему? До какого-то момента я этого всего не видел, а потом, когда научился видеть, то мне было очень неприятно. Потому что там, я даже видео видел такое, женщина стоя, толстенькая такая, говорит: о, великий род, объединись, обрети мою силу или дай мне силу рода. Представьте там еще что. В этот момент вокруг прямо темнота. Понимаете, прямо темнота, вакуум, который начал из ее тела просто вырывать вот такими кусками энергию плоти. То есть получается, ее начали разрывать темные сущности мертвых когда-то живых людей. Зачем это нужно, непонятно. Нельзя просить ничего ни у своего рода, ни у своих умерших родителей. Психическая энергия. А це що ж это? Психическая энергия. Это накопленная энергия, которая появляется у человека в случае, если он испытывает радость или удовольствие, или восхищение. Зачем необходима человеку вот эта психическая энергия? Психическая энергия — это та энергия, при помощи которой вы делаете магию.
А что такое магия? Вот смотрите, допустим, у Юли болит колено. У Юли болит колено. Я хочу сделать так, чтобы это колено не болело. Использую магию, допустим, произношу нам-тха, и после этого делаю движение руками. Это и есть настоящее знание калачакра тантры. Если в этот момент вы всеми путями начинаете сражаться с этими воспоминаниями, не позволяя себе этим воспоминаниям появляться, знайте, вы в этот момент сражаетесь со старением своего тела. Представляете, сколько длятся вот такие волны? Обычно эти волны, они не так сильно на человека влияют, в случае, если человек находится рядом со столбами. Столбы немножечко убивают влияние времени, поэтому очень хорошо в квартире иметь какие-нибудь колонны. Поэтому очень хорошо жить где-то, где есть деревья, где долгожители. Вокруг них деревья, колонны. Почему греки строили такие колонны, колоссы и так далее? Потому что человек, живущий вот среди таких колонн, меньше чувствует волны времени и меньше стареет. Представляете? Конечно же, когда такие волны, как это ощущается? Вы жили-жили, все хорошо, и красивая погода, и теплая погода, и мужчины ухаживают, и в жизни все хорошо, там машину, возможно, купили, или на работе все хорошо, все было хорошо. И после этого зашли в ванну вечером, и как погрузило в вас прошлое, и вы стоите, купаетесь там в этой ванной, и думаете, и 1000 лет назад это произошло в вашей жизни, уже... Все забыто, и все забыты, и вдруг это вылезло. Вылезло каким-то пузырем таким, который заставляет вас страдать, переживать, вспоминать, и засосало. Смотрите, мы уже поняли, что смысл жизни заключается в том, что человек создает вибрации. Вибрации это чувство. Помните, я говорил, что вибрациями должен управлять мозг. Он и управляет мозг нашими вибрациями. Мозг управляет чувствами, чувства создают вибрации. Так вот, когда мозг создает вибрации, то соединение мозга и вот этих вибраций, это называется работа с энергиями. Итак, что такое энергия денег? Это энергия в виде моих мировоззренческих отношений по отношению к энергии денег, которые у меня создают определенные вибрации чувств. Смотрите еще раз. Энергия денег. Энергия денег – это мои мировоззренческие идеи или мировоззренческое обучение, отношение к деньгам, которые создают у меня определенные вибрации чувств. Смотрите, как это выглядит. Да, чувства к деньгам. Но они руководятся моим мозгом. То есть мы просто рассмотрели вибрации. А теперь как вибрации объединяются в энергию. Итак, вибрации в энергию объединяются следующим образом. Я человек, который прожил всю жизнь тяжелую жизнь. Я прожил всю жизнь тяжелую жизнь. Гипотетически, это не я. Я на самом деле прожил жизнь веселую, хорошую, удалую. Конечно же, я гипотетически говорю, я тот человек, который прожил жизнь очень тяжелую. То есть в моей жизни каждая копеечка создавала у меня тяжелейшие страдания. Мое мировоззрение, оно звучит так. В моем мировоззрении для того, чтобы заработать даже мало денег, нужно очень тяжело и долго трудиться. Для того, чтобы очень тяжело и долго трудиться, это объяснение многократное в виде целых мировоззренческих элементов опыта. То есть мама так говорила, знакомый у меня такой был, это опыт моих друзей, которые рядом со мной живут. Это ненависть по отношению к богатым людям. Они богатые, они только воруют, они сволочи. Я не сволочь, я не богатый, я буду обязательно, в моей жизни я буду только тяжело зарабатывать. Это создает вибрацию чувств, которые действуют на элемент или энергию денег, которые приходят ко мне или должны прийти ко мне только через мировоззренческий мой опыт. Вы должны запомнить навсегда как маги. Бог человеку не угрожает и никогда не угрожал, и никогда не может ни в чем угрожать. Бог это та энергия, которая не угрожает человеку. И человека от Бога спасать не нужно. Бог никому никогда не угрожал. Все, что было сказано в книгах, угрожал, потопил и все остальное, все это полная чепуха.
Это было написано специально, чтобы манипулировать, загонять и так далее, что-то делать. Это все понятно, потому что эта энергия, она не могла бы такого сказать. Эта энергия, она не спасает людей. Эта энергия, скорее всего, она никогда не угрожала людям. Почему? Потому что если бы она угрожала, то она бы просто выключила свет, и с завтрашнего дня бы нас уже бы здесь не было. Правильно? Почему? Если бы ей это надоело. Понимаете? Дальше давайте запишем. Эмпат — это тот человек, кто чувствует чужие вибрации, применяя или создавая из них действия. Эмпаты. А данное состояние называется по-другому эмпатией. Теперь нам все становится понятным, понимаете? Тогда скажите, кто хуже в семье? Тот человек, который благородно и терпеливо не высказывается, или тот, который вдруг высказался? Пусть будет лучше тот человек, который выскажется, даже если он не прав, чем тот, который постоянно терпит. Не дай Бог жить с терпеливым человеком. Почему? Смотрите, ваш муж психически нервный человек. У него была тяжелая работа, он очень устал, ехал, наверное, в жаре, в тесном транспорте, все время стоял, целый день ему нужно было быть очень там приветливым, хорошим человеком. После этого он приехал домой, и после этого вы сидите, он начинает на вас нападать и говорит: у вас хорошее настроение, вы смотрели кино, там пылесосили, готовили пищу. Он приезжает и говорит: все, ты мне надоела, у тебя перекошенное лицо. Вы говорите: ну не перекошенное, все равно перекошенное, ты мне надоело, у тебя постоянно перекошенное лицо. На второй день вы приходите, он приходит, вернее, вы ему стараетесь улыбаться. Он говорит: мне надоело, ты все время улыбаешься, как дурочка какая-то, ходишь, улыбаешься, на улице трагедии, там шины горят и так далее, а ты улыбаешься. Сколько это может продолжаться? На следующий день он приходит, вы сидите ровненько, улыбаетесь, говорите: любимый, милый, как дела? Плохо дела у меня, потому что я пришел, а ты вместо того, чтобы меня поддержать, сидишь, ленишься, а ты должна в это время порхать. Я целый день работаю, хочу прийти, сесть, и ты должна в это время работать. На следующий день он приходит, вы с улыбкой бегаете между кухней и, я не знаю, там, спальней, при этом делаете это, бегая на цыпочках, не создавая много шума. Он бросает вилку и ложку и говорит: с тобой невозможно жить, потому что я приехал домой, хочу спокойствия, а ты все время создаешь какую-то суету. Скажите, кто из них, при этом он это все сказал, а женщина начинает думать: в чем же я виновата, ну как же мне себя уже вести, ну вот как же мне себя переделать, где же во мне проблемы и так далее. А скажите, какие у нас есть ассоциации с элементом тепла? Элемент тепла, по-другому, это элемент, который постоянно отдает энергию. Можно ли так сказать? А скажите, что еще в нашем понимании отдает энергию? Можно ли сказать, что обогреватель, который делает нашу квартиру или дом теплым, отдает энергию тепла, которая выглядит в виде сжигания? А скажите, жизнь человека, она коротка? Наверное, коротка, 100 лет там, или 50 лет. Можно ли сказать, что человек как жертвоприношение, то есть мы живем, и в нас, или мы являемся фактически элементом сгорания? Для того, чтобы эзотерическая практика или магия начала работать с человеком, человек должен знать принцип. Он должен быть собой в этот момент, когда он читает мантру или заклинание, или дышит кодом, или что-то визуализирует. А кем он может быть в этот момент? Он может быть калькулятором и переживать по поводу того, что у него там что-то происходит. Он может быть влюбленной девушкой, которая думает о Пете, Васе, Коле, там еще о ком-то. Он может быть озабоченным мужчиной, который непонятно о чем в этот момент думает. Он может в этот момент быть не собой и смотреть в интернете какую-нибудь программу, читая при этом мантру. Но человек же должен выполнять эзотерические практики с позиции себя. Правильно? Поэтому одна из особенностей правильного механизма влияния эзотерических практик заключается в том, что человек, выполняя эзотерические практики, должен быть собой в этот момент. Как научиться быть собой? В этот момент вы должны просто пощипать себя, подышать глубоко и посмотреть на близко находящийся от вас предмет. Чашка, допустим, чашка белая, у нее есть там какая-то салфетка, и после этого я начинаю читать мантру. Там «Ума не подмыху махаджнянаки тусавадаки». Так,
Жизнь-как жертвоприношение. Это первый пункт, о котором мы сегодня будем разговаривать. Поверьте, несмотря на то, что это выглядит очень просто и удивительно, вы для себя откроете сегодня уже огромное количество всевозможных тайн. Итак, жизнь как жертвоприношение. Что это обозначает? Вот смотрите, наше тело, оно всегда горячее. Согласитесь, оно горячее. Тогда вопрос, почему, когда мы начинаем болеть, у нас поднимается температура? Хорошо. Итак, самый интересный, желтый мир, Савитур. Это мир божественной любви. Это мир совести. Это мир желания делать что-то для кого-то хорошее и безвозмездно. Савитур – это проявление Бога в человеке. Савитур и есть Бог. Савитур – это появление Бога в человеке. Делает человека очень добрым, делает человека соединенным с Богом. Если вы представили себя Савитуром или представили себя сияющим огненной энергией или солнечной энергией человека, хоть в середине, хоть внешне, хоть как вы захотите, и произнесли свое желание в виде приказа, то оно обязательно будет выполнено, потому что вы фактически в этот момент становитесь практически Богом. Да, внутри, внешне все равно. Нужно представлять себя вот такой огненной, абсолютной плазмой, Савитуром. Соединяясь с такой энергией, человеку начинает очень вести. Но вы должны знать, в тот момент, когда вы хотя бы один раз это сделаете с собой, один раз представите себя вот такой савитурной энергией, вы мгновенно переходите в определенную религию, которая автоматически делает вас людьми, которые теряют элементы христианства, ислама, иудаизма, и так далее и тому подобное. Вы мгновенно переходите в ранг людей, знающих, что такое Савитур. Ранг таких людей, которые знают, что такое Савитур, этих людей эти люди имеют название. Это название называется название Инды. Ваша цифра от 1 до 9 является вашей цифрой реализации в жизни. Смотрите, вот эти цифры от 1 до 9, которые вы получили, являются фактически для вас указанием